Далее нам нужно втачать воротник. Но для того, чтобы втачать воротник, нам нужно раскроить его так, чтобы он красиво лежал. Как уже выше говорилось о том, что у нас есть раствор горловины. Мы измерили раствор горловины, в половинчатом виде у меня получилось 25. Из-за того, что у нас воротник будет из трикотажного полотна, а это довяз, он хорошо растягивается, очень хорошо растягивается. В общей сложности получается раствор горловины у нас 50. Но я сделаю минус при раскрое за минусом процента растяжения. И в общей сложности я сделаю, если воротник у нас, если раствор горловины у нас 50, то я сделаю по 2 сантиметра с каждой стороны, минус 4 сантиметра. Получается, я должна раскроить 46 сантиметров. Я отмечаю 46 сантиметров и смело отрезаем. У меня довяз в таком виде. Это довяз обработанный край с одной стороны, а такой уже не обработанный край с другой стороны. И я его заутюжила пополам. И получается, что у меня стойка будет в готовом виде где-то 2,5 сантиметра. Можно купить пошире довяз или то же самое кашкарсе, но получается мы должны будем отметить ту ширину, которую мы хотим. Но обычно стойка такая вот у такого воротника, как я буду шить, обычно в готовом виде сантиметра 3-4, не больше. Вот. После того, как мы разрезали длину нашего воротника, обязательно находим середину. Обязательно делаем пополам и находим середину нашего воротника. Середину на меловку отмечаем с обоих сторон воротника, с верхнего и с внутреннего. И вот теперь нам нужно найти вот это вот закругление. Получается так. От края среза воротника берем, отмечаем 5 сантиметров. И получается у нас мы должны закруглить эту часть, повторить срез горловины, чтобы у нас в концах воротника было такое плавное скругление. И на расстоянии вот 5 сантиметров мы должны вот это вот скруглить. Вот так вот плавно скруглить и выйти на вот этот вот подогнутый край самого воротника. Вот так вот берем и скругляем. И вот это место я должна срезать. С другой стороны то же самое, но уже делаем в зеркальном отражении. Отмечаем, уравниваем воротник по верхнему краю, по линии перегиба. И также намеловываем и останавливаем. Все. Теперь мы можем вметывать наш воротник в горловину. Отмечаем воротник посередине спинки и прикладываем. По срезу горловины полочки мы должны приложить так, чтобы у нас вот этот вот у нас будет втачиваться воротник. Вот. Шириной шва я буду делать 0,8 сантиметр. Вот у нас должен втачиваться. И получается, что вот эту вот намеловку, то, что я сделала, вот она намеловка, мы должны ее совместить со строчкой втачивания молнии. Получается, и именно на этом месте мы будем поворачивать и обтачивать борт.
равномерно распределяем наш воротник. Вот получилась такая маленькая посадочка горловины. Я предварительно вметала данное расстояние. Воротник лежит неплохо. И сейчас я уже могу смело его втачивать. Вот, получается, я вот так вот сколола. И у нас в итоге получится вот так вот. Сейчас я дальше сколю воротник и буду втачивать. Шов втачивания воротника у нас должен попасть туда, где мы настрочили молнию. Вот она, строчка молнии. Вот. И они должны практически на одной линии. То есть у меня строчка должна начинаться, втачивание воротника, на одном уровне с молнией по первому. И я должна сейчас сюда красиво попасть. Вот получился у нас от верхнего края молнии до конца воротника маленький такой зазорчик, где-то 0,2. Это нормально, как раз нам на выворачивание. Получается, здесь получилось у нас 0,2, с другой стороны, где мы будем заканчивать, должно получиться именно такое же расстояние. Ну вот, воротник мы втачали. После того, как мы втачали, мы должны проверить на совмещение и симметричность двух воротника в концах. Если у нас все хорошо, если все у нас симметрично, значит мы можем смело втачивать под борт.